Привет, друзья! Вы сегодня опять на канале Грибоед. Сегодня у нас необычный фильм. Это практически фильм ужасов. Сейчас грибной сезон в самом разгаре, поэтому часто многие грибники ажиотажно просто собирают грибы, потому что грибы растут целыми семьями, целыми полянами в большом количестве, и в этом кроется опасность. Есть самый опасный, самый ядовитый, смертельно ядовитый гриб, который мы можем только встретить в наших лесах. И именно этот гриб сейчас запросто может оказаться в вашей корзине. По статистике, 95% всех отравлений грибами приходится именно на этот гриб. И 90% заканчивается летально. Вы уже, наверное, догадались, что это бледная поганка. И сегодня мы разберем основные приметы этого преступника, чтобы никогда не ошибиться. Вы узнаете об основных признаках бледной поганки, те признаки, которые отличают этот ядовитый гриб от других похожих, но съедобных грибов. А чтобы ни у кого не осталось желания даже приближаться к этому грибу, я расскажу о том, как действует яд бледной поганки, насколько он опасен и смертельно ядовит. Что именно происходит с организмом человека, когда гриб уже внутри и начинает убийство органов. Сегодня даже я пойду на риск. Я буду варить бледную поганку. Да-да, вы не ослышались. Буду варить бледную поганку, бросать туда луковицу. Будет настоящее колдовство. Посмотрим, что же произойдет с этой луковицей, когда варится самый опасный, смертельно ядовитый гриб. Сегодня у меня самая настоящая спецоперация, поэтому использую меры предосторожности и средства защиты. Готов. Для съемки этого ролика я нашел специальное место. Посмотрите, сколько здесь этих бледных поганок. Вон, посмотрите, какие красавицы. Семейка Адамсов. Да, вот еще, посмотрите. Посмотрите, что дальше делается. Гляньте сюда. О, смотрите, какие свежие. Прям вообще замечательные. Замечательная бледная поганка. Ой-ой-ой-ой-ой. А посмотрите дальше. Ого. Такое впечатление, что я забрался в какое-то царство мертвых. Гриб бледная поганка имеет и другое официальное название мухомор зеленый. В англоязычных странах бледную поганку часто называют смертельный колпак или шапка смерти. Да, смерть ходит всегда рядом с этим грибом. У бледной поганки ядовито буквально все. Ножка, шляпка, мицелий и споры. Гриб не просто максимально ядовит, но и удивительно хитрый и коварный. Поэтому бледная поганка стала знаменита еще и как смертельное, но незаметное оружие. Древний Рим, 54 год нашей эры. Агриппина, жена римского императора Клавдия, имела сына Нейрона. Нейрон не был родным сыном императора, но коварная и жестокая Агриппина решила посадить на римский трон именно своего сына Нейрона. Для этого надо было избавиться от Клавдия, и Агриппина решила отравить мужа. Надо было найти такой яд, от которого Клавдий умер бы не сразу, и подозрение не упало бы на супругу. Бледная поганка подходила идеально. Клавдий искушал пищу богов, так называли в Риме блюда из грибов, и идеально для жены через время скончался. Похожая судьба ожидала и папу римского Климента VII. На своей последней трапезе он тоже испробовал пищу богов из бледной поганки, и после этого, как описывали очевидцы, скончался в страшных мучениях. 26 июня 1940 года 4-й специальный отдел НКВД СССР потребовал поручить научным институтам сбор бледной поганки в количестве 50 килограмм сухих грибов. Задание было, конечно, выполнено, и это было не последнее задание, связанное с бледной поганкой.
многие люди были незаметно и безупречно ликвидированы. Бледная поганка растет с начала лета и до поздней осени. Это означает, что встретить этот гриб можно в течение всего грибного сезона. Гриб невероятно ядовит. Третья часть шляпки взрослого гриба – это смертельная доза для человека. Бледная поганка содержит амотоксины и фалотоксины. Все ядовитые вещества в бледной поганке не разрушаются при кулинарной обработке. Их невозможно обезвредить ни длительной варкой, ни сушкой, ни заморозкой, ни маринованием. За повреждение органов отвечают амотоксины, а фалотоксины в течение 6-8 часов после употребления вызывают дезинтеграцию слизистой оболочки желудка и кишечника. Это существенно помогает и ускоряет всасывание амотоксинов. При отравлении бледной поганкой яд быстро поражает печень и почки, приводя к полному их разрушению. Опасность еще и заключается в так называемом светлом промежутке, когда симптомы не появляются сразу, а после проявления на какое-то время исчезают. Человек ошибочно думает о выздоровлении, а на самом деле отравление продолжает развиваться и органы стремительно разрушаются. Отравление бледной поганкой протекает в несколько этапов. Первый этап – скрытый период. Это от 6 до 24 часов после употребления. В этот период симптомы пока еще отсутствуют, что создает ложное ощущение безопасности. Между тем, токсины уже всасываются в кровь и начинают разрушать клетки печени. Второй этап – гастроэнтеритический период. Это от 2 до 3 дней после употребления. Наступает резкое ухудшение состояния. Появляются следующие симптомы: сильная неукротимая рвота, сильный понос, часто с кровью, коликообразные боли в желудке, жажда, судороги, мышечные боли, снижение артериального давления. Третий этап – период мнимого улучшения. Это от 3 до 4 дней после употребления. Симптомы ослабляются или даже полностью исчезают. Человек чувствует себя гораздо лучше, а тем временем почки и печень продолжают разрушаться. Четвертый этап – печеночно-почечная недостаточность. Это от 4 до 7 дней после употребления. Это самый опасный этап, который приводит к смерти. Развивается желтуха, резко падает уровень сахара в крови, нарушается свертываемость крови, начинаются серьезные сбои в работе почек и наступает печеночная кома. Даже если обратиться за медицинской помощью сразу после появления симптомов, спасти жизнь может только пересадка печени. Сейчас я извлеку пару штук. Вот, посмотрим на них поближе. Вот такая злая семейка. Ага. Так, ну что? Что мы видим у нас? Да, ну вот это помоложе, видите, такая. Да, а вот это старенькая, начинает подсыхать уже слегка. Чаще всего бледную поганку путают в первую очередь с замечательным грибом съедобным. Это зеленая сыроежка. Да, цвет шляпки немножко напоминает. Самое главное, когда собираете зеленую сыроежку, всегда вынимайте с корнем этот гриб. Не бойтесь повредить грибницу. Таким образом, грибница никак не сможет повредиться. Но самое главное, вы увидите основной признак съедобной сыроежки зеленой и сможете уберечь себя от ошибки. Почему? Потому что у зеленой сыроежки нет вот такого мешочка. Видите? У основания ножки бледная поганка имеет вольву. Вот эта вольва, и она в виде вот такой вот чаши или мешка, или горшка. Видите, даже есть такие вот края у этого горшка. Да, это самый главный, самый первый отличительный признак. Потому что если есть вот такая вольва у зеленой сыроежки, бросайте этот гриб, мойте руки и бегите с этого места. Потому что, скорее всего, вы нашли именно бледную поганку.
Следующее. Если вы по какой-то причине вдруг сломали ножку у гриба у основания, рассмотрите эту ножку. Посмотрите, что у бледной поганки всегда есть юбочка. Вот этот остаток покрывала, всегда он присутствует. Если даже по какой-то причине во время роста гриб потерял вот эту юбочку, то следы от нее все равно остаются. Вот, видите, один гриб с юбочкой, второй гриб с юбочкой. У сыроежки этой юбочки нет никогда и не было, и следа от нее тоже нет. Вот давайте возьмем такой уже старый гриб и помоложе. Сейчас проверим. Так. Вот посмотрите, у взрослого гриба шляпка даже начинает подсыхать уже. Видите, то есть он уже полностью созрел, вырос, повзрослел, так сказать. Да, и все равно присутствует вот эта юбочка. Она не отлетела, причем, обратите внимание, она со следами от пластинок. У бледной поганки эти следы тоже имеются, как и у некоторых съедобных мухоморов, например, у мухомора серо-розового. Обратите на это внимание. Следы от пластинок на покрывале остаются. Смотрим на молодой гриб. Вот он. А здесь видим такую картину, что покрывало еще полностью не отошло от шляпки. Хотя на ножке юбочки еще нет. Ну, понятно, нет, потому что гриб еще молодой. То есть ножка, в общем-то, такая более-менее гладкая. Но обратим внимание на низ шляпки. Вот она, эта юбочка, вот это покрывало, которое еще не отцепилось от пластинок, видите? То есть оно еще вот здесь вверху. Если бы я не сорвал этот гриб, он бы вырос и образовалась вот такая вот юбочка на ножке. Обратите внимание на толщину ножки. У зеленой сыроежки ножка всегда толще. Она бывает очень толстая, бывает не очень. Но всегда плотнее, чем ножка у бледной поганки. У бледной поганки она все-таки более изящная. Хочу обратить внимание еще на один признак, на который почти никто не обращает внимания. Вот если мы посмотрим на шляпку, да, а шляпка имеет у нас вот такую вот кожицу, да, как и у сыроежки, кстати говоря. Но разница очень серьезная. Если мы попробуем снимать кожицу с бледной поганки, посмотрите, как она снимается. Она снимается радиально всегда. Всегда. Вот именно так. Видите? От края к центру. Всегда от края к центру. Видите? Вот таким образом. Вот таким образом. Если вы будете снимать кожицу с сыроежки, вы такого наблюдать, конечно же, не будете, потому что кожица очень часто у сыроежки снимается вот так вот по окружности. По окружности. Или кусками целыми вот так вот снимается. А часто можно вообще со шляпки у сыроежки снять кожицу вот так вот, вращая по часовой или против часовой стрелки, и вот таким образом ее снимать. А у бледной поганки кожица снимается всегда от края к центру, радиально. Интересно, что в том же направлении, в котором снимается кожица со шляпки бледной поганки, можно увидеть даже рисунок некоторый на шляпке, на поверхности. Видите? Такие какие-то черточки, какие-то небольшие полоски, ну это если присмотреться, конечно, они всегда присутствуют. Вот с близкого расстояния мы это можем все заметить, да? То есть от центра к краю или от края к центру всегда есть какие-то радиальные черточки, линии, полоски. Вот возьмем другой гриб. То же самое. Видите? Если присмотреться, мы это сможем четко обнаружить. Ну, теперь будем собирать урожай бледных поганок, потому что у нас перед нами еще одна задача. Мы будем варить этот гриб, делать эксперименты. Поэтому возьмем грибы разные
возьмем, например, и молодые. Вон, смотрите какой. Ой, какой, посмотрите. Кстати говоря, видите, ножка здесь довольно такая толстенькая. Ну, вольва есть всегда, конечно. Но нога, конечно, толстая. Так, пару грибов вот таких. Так, возьмем маленьких. Ну, я думаю, что для эксперимента должно хватить. Правильно? О, получится у нас змеиный супчик. Ха-ха. Да. Вон сколько уже. Так. Ну все. Я уже собрался выходить из леса, и тут мне повезло. Повезло почему? Потому что я нашел настоящую зеленую сыроежку съедобную. Теперь есть возможность сравнить оба гриба, когда они лежат рядом друг с другом. Это очень важно для того, чтобы запомнить и еще раз повторить основные признаки отличия бледной поганки от съедобной зеленой сыроежки. А тут я нашел настоящий притон. Притон, смотрите, бледной поганки здесь просто немерено. Вон какие красавцы. И такие свежие грибы. Я, к сожалению, уже снял перчатку. Придется одевать еще одну. Почему? Потому что я нашел зеленую сыроежку. Друзья мои, настоящую съедобную зеленую сыроежку. И сейчас мы закрепим материал. Вот она, сыроежка, с которой путают бледную поганку. Вернее, бледную поганку путают с сыроежкой. Ну, и туда, и наоборот. Вот посмотрите, кто-то говорит, что бывает не похоже. Некоторые в комментариях мне писали, как может, только слепой может, так сказать, ошибиться. Ну, я вам скажу. Здесь, конечно, сыроежка, она более зеленая, чем бледная поганка. Вон, кстати, видите, это бледная поганка, у меня в руках зеленая сыроежка. Иногда по цвету шляпки, друзья мои, вы никак не определите. Ну, можно там внимательным рассмотрением каким-то образом определить. Видите, у меня в левой руке зеленая сыроежка съедобная. И я подношу к каждому грибу. Видите, вот бледная поганка. Цвет очень похож. Оттенки могут быть разные, но цвет похож. И форма шляпки похожа очень. Да? Ага. Итак, сейчас будем рассматривать, друзья мои. Первое. Когда собираем зеленую сыроежку, вынимаем полностью с основанием ножки. Видите? Вот вам зеленая сыроежка, на которой никакого утолщения, никакой вольвы в виде мешка или чашки не наблюдаем. А вот зеленая бледная поганка. Ага. Сейчас посмотрим, что у нее здесь. У основания ноги. О! Да, видите? Вот это тот случай как раз. Я неаккуратно вынимал и раздавил вольву. Но ничего. У нас есть много экземпляров рядом. Вон еще одна. Сейчас попробуем тебя извлечь правильно. Ну вот, смотрите. Вот. Обратите внимание. Вот она, вот эта вольва. В виде мешка. Видите? У сыроежки зеленой такой вольвы, конечно же, нет. Вот еще вам классическая бледная поганка и классическая зеленая сыроежка. Итак, и вот классическая вольва у бледной поганки. Видите? Разница, друзья мои, очевидна. Дальше. Смотрим внимательно на ножку. Ну, во-первых, сама по себе, конечно, ножка более тонкая, более изящная у бледной поганки. У зеленой сыроежки она более плотная,
более такая мясистая. Ну, в общем-то, бывают разные и бледные поганки, и сыроежки. Так что это не особо такой признак. Смотрим на ножку дальше, то есть выше. Видим в любом случае остатки юбочки. Видите? Вот это кольцо или юбочка, она всегда есть. Даже у взрослого гриба она может быть засохшая, присохшая, но она существует. Или остатки от нее имеются. У сыроежки зеленой в помине ничего подобного нет. Теперь посмотрим, как снимается кожица с сыроежки зеленой. Ну, вообще, в принципе, с любой сыроежки, но в данном случае с зеленой. Посмотрите внимательно. Смотрите, как снимаю кожицу. Видите? Во как она снимается. Она снимается целыми ломтями. Бывает даже по окружности. Видите как? Посмотрите. Можно вот так вот в бок вести. И вот так вот по окружности снимать кожицу. Так. Это у нас сыроежка. Снимается кожица, понятно как. Ну, а бледная поганка, сейчас посмотрим. Бледная поганка, у нас снимается кожица только радиально. Видите? О! Если все предыдущие признаки для вас не доказательства или они не особо явные, то попробуйте снять кожицу со шляпки, и вы уж точно убедитесь. О, значит так, это у нас бледная поганка, это у нас зеленая сыроежка. Разница очевидна. Эту сыроежку, хотя она и симпатичная, я брать опасаюсь, ну не хочу, по крайней мере. В общем, я так думаю, что ничего не случится, ну зачем? Да, еще одну взял бледную поганку, чтобы еще раз показать. Гриб более молодой, и кожица снимается только радиально, а не кусками и не по окружности, как у зеленой сыроежки. Подошло время варить змеиный супчик. Посмотрите, что у меня на столе. Я тут все организовал на улице, потому что в помещении не решился я делать такой страшный эксперимент. Итак, что мы имеем? Значит, грибы разного возраста. Наша замечательная бледная поганка. И фишка. Это у нас луковица, которая, по идее, должна посинеть. Потому что вот это у нас самый ядовитый гриб в мире. В нем максимальное количество ядовитых веществ, приводящих к смерти человека. Грибы я особо от земли не очищал. В этом нет необходимости, потому что все равно их кушать никто не будет, слава богу. Это лишь для науки. Так, ну поехали. Водичка у нас уже закипела. Оп. И можем смело погружать туда наши грибочки. Вот малютка. Какой замечательный. Красавчик аппетитный. Ту-ту, какая гадость. Так, а ну-ка, следующий. Смотрите как. Все идет в супчик. Ага, смотрите, даже большой поместился сюда. Класс. Так, вода у нас приобретает какой-то непонятный цвет. Я не знаю, связано это с грибами или же с мусором, который прилип к нашим грибам. Так, грибочки должны хоть чуть-чуть повариться. А потом после этого мы бросаем туда луковицу. И смотрим, что же будет происходить. О, прекрасно. Гриб у нас закипел. И... Фу, слушайте, вы представляете, действительно реально грибной запах. Фу, не хочется вдыхать эту гадость. Так, но реально пахнет не противно. Понимаете, вот в этом и опасность. Короче говоря, проверяем дальше. Внимание! Оп!
Ну, теперь пускай варится. Хотя бы минут 10-15 точно. Друзья мои, прошло 20 минут. 20 минут варится бледная поганка. Самый страшный гриб. Самый страшный, смертельно ядовитый гриб. Смотрим на луковицу. Итак, посмотрите. Это очень важно. Луковица идеально светлая, очень приятная, аппетитная по цвету. Никакой синевы, ни зеленая, ни синяя, никакая, ни серая, ни черная. Осталась точно такая, как и в начале. Абсолютно аппетитный внешний вид. Так что имейте это, друзья, в виду. Значит, это все обман, это все предрассудки, что касается того, что луковица меняет цвет, если варится вместе с ядовитыми грибами. Здесь полная кастрюля у нас ядовитых грибов, самых ядовитых, которые только можно себе представить. Здесь, представьте, сколько здесь яда. Это ужас. Это, наверное, человек 200 можно... Да не, ну это я загнул, конечно, но человек 10 точно отравить можно. Вот этой кастрюлькой. Человек 10 отправить на тот свет. А луковица, как ни в чем не бывало, красивая и светлая. Вот так. Подписывайтесь на мой канал Грибоед. Будет много чего интересного. Будем стараться делать разные эксперименты. Фу! Если выживем, конечно. Все, пока. Фу!